Анатолий Орлов. Потрясающая картина, впечатляет. Я вижу ее в большом интерьерном формате. Я вижу ее законченность. Речь идет о одном из набросков темперой выполненной, который делается там 10 минут. Я вижу перспективу такой живописи в больших форматах. Что скажете? Я не художник, но, наверное, уже. У вас работают темперы. Просто джаз, иногда блюз. Спасибо большое, Анатолий. Я сам того же мнения, что такие быстрые работы, выполненные на большом формате, могут быть интересны, и я никак все это не сделал. Вернее, у меня был такой момент, что один покупатель захотел, глядя на мои наброски, вот на метровый формат, я сделал в масле, но все равно был не такой. И добиться, чтобы была мимолетность, вот скорострельность такая прям в большом формате, невероятно сложно. То есть в темпере, в малом формате, там 40 на 40, это достижимо. А здесь другие законы, и нужно просто по-другому работать. Я пока что еще так не научился, но иду к этому. Это такая задача номер один, очень интересная для меня. Делать эскизность в большом формате. Кое-что получается, но мне действительно, вы правы, мне хочется вообще все так писать. По крайней мере, сейчас мне так хочется. Что из этого выйдет, не знаю, посмотрим. Неля Гурьева. Я золотое сечение послала куда подальше. Только мешает. Композиции не научишь. Она в голове должна быть. И все тут. Это мое мнение всего лишь. Согласен с вами, Неля. Но золотое сечение, вот это вот 3 к 5, 3 к 5, это как костыли, что ли. Нужно как-то въехать в это вот как это вообще, что значит она должна быть в голове. Ее же надо с чего-то начать надо. Ну вот нет у человека в голове. Это какие-то опорные точки для того, чтобы начать мыслить так. Потом, конечно, ты отбрасываешь костыли, когда научился ходить. Более того, ты начинаешь, я много раз говорил об этом, что любые гениальные произведение – это нарушение композиции, композиционных правил общепринятых. Это уход за рамки. У Эдуарда Мане фигура уходит из холста. Вот если вот я в кадре сижу сейчас так, она вот так вот вообще уходит. И что? Какое тут золотое сечение? В самом углу, в неудобном месте, большое пространство картины ни о чем, и он уходит. Но в этом же смысл. Неля Захарова, я постоянный слушатель, вы всегда обходите тему продаж картин. Я думаю, не обхожу, почему. У меня есть ролики на эту тему. Я думаю, многие ваши слушатели были бы сильно благодарны, если бы вы больше затрагивали эту тему. Скажите про свой опыт, это самая больная тема для художника. Расскажите, как вы справляетесь с проблемами ценообразования и сомнениями на этот счет. А может, у вас их и нет. Расскажите, пожалуйста, в какие двери стоит биться современному художнику, чтобы продать свои картины. Двери сайтов различных. Сейчас время электронное, интернет же есть. Надо вывешивать свои картины на разных ресурсах. Сейчас Сачи, не знаю как, наверное, не очень для россиян доступен. Что еще есть? По-моему, Artfinder называется, поправьте меня, если я путаю. Наши российские ресурсы ArtNow. Просто забейте в поисковые строки в Яндексе, что там на первых строчках, и туда раскладывайте работы. Люди сидят сейчас по домам, на выставки ходят редко. Я волновался в свое время, в ЦДХ выставка за выставкой, все время выставлялся, ничего не покупали. И один художник мой, знакомый, сказал: да ты не волнуйся, тебя сами найдут. Вот этот момент меня очень удивил, и я переставал действительно волноваться. Я просто стал опираться на качество. Мне захотелось делать качественные работы. Потому что если ты это делаешь, на это нацелен, то мы не в вакууме живем. За нами наблюдают, если мы выкладываем работы где-то, в сетях, в соцсетях.
то галеристы, им нужна свежая кровь. Так что главное себя показывать. А как у каждого художника своя судьба, поэтому, может, я не очень сильно об этом рассказываю, просто раз своя судьба, значит, нет одного решения задачи. То, что себя показывать, вот это определенно точно. Каким способом? Да разным. Объединяться с художниками. Трудно же проплатить аренду за помещение. Значит, объединяться и выставляться. Главное показывать у себя на районе. Ну, не вешают же сейчас, не знаю, на стены люди в своих домах ковры. Ну, понятно, что они покупают всякую муть. Ну, делайте качество и показывайте. Все равно украшают же дома люди. Им же что-то нужно повесить. Ну, значит, будут искать работы, если им надо что-то повесить дома. А раз искать, где будут люди искать, подумайте. Ну, в интернете, наверное, да? Значит, на сайтах, каких-то, на раскрученных сайтах. И выставки. А что еще остается? Выживание – серьезная штука. Я учился, ездил в Битцу, там художники привозили свои работы в Москве. В лесу выставляли работы. Хоть что-то, досточки делал вот такие вот с какой-то ерундой, там, ну, на которых резать ножом, да, чтобы как-то выжить. До сих пор помню, мужчина рядом со мной тоже продавал свои работы, ну, потрясающие просто натюрморты, такое ощущение цвета. Ну, вот до сих пор помню. Не мог себе позволить купить, это было дорого, ну, прямо сейчас бы купил бы эту работу. Так она с Урбузом мне так понравилась. Ни фамилии не запомнил. Вот представляете, сколько лет живет вот это впечатление. Значит, настоящая живопись, когда она трогает, вот, она все равно будет востребована. Так что пишите, пишите больше, пишите и выставляйте. Единственное, что не выставляйте все. Все-таки должна быть какая-то избирательность. Цензура, самоцензура. Вот, понимаете, вы положили в сеть работу, которая, она вам так нравится, быстрее в сеть не успели закончить. Все, она разлетелась, вы уже потом ее оттуда не уберете. А потом, через какое-то время, через год, она вам покажется слабой. Так что не торопитесь прям все так вот выкладывать. Пусть будет мало работ, которые вы выложите, но пусть они будут качественные и разнообразные, естественно. Ну, не знаю, мне вот такое предложение. А как вы думаете, друзья? Марина Урванцева. Можете ли вы писать, когда кусают комары, мошки, пауты? Пауки, что ли? Причем все вместе. Такого не знаю, пауты. Я не смогла, такая жалость. Ну, каким-нибудь надо побрызгаться какой-то гвоздичкой или чем-то еще. Какой-то человека с собой нанять, чтобы он опахалом отмахивал мух, комаров. Ну, какие-то, я не знаю, зажечь палочку, чтобы горела. Есть же такие какие-то спиральки, рядом поставил, она будет вас окуривать. Это проблема, действительно. Я помню, в Строгановке с Максом мы дружили, поехали на этюды куда-то в Абрамцево, что ли. Подходит ко мне, а он все время вот так вот гонял комаров. И у него вот ФЦ, вот так вот все. У него мама купила ему полосатую такую свитерок новый. Все абсолютно. И мы в метро потом ехали. Ну, весь перемазанный. У него не было ничего. Он же вытирает тряпками. Он, самое главное, тряпками вытирал. Тогда еще салфеток не знали. Бумажных полотенцев тогда еще не было в мире. Вот. И тряпками, поэтому я никогда. У меня руки чистые. Он говорит, как ты так? Ну, вот так. Маленькая гадость вот эта комариная. А сколько проблем создает. Богатый и счастливый такой ник. Вячеслав, а можно ссылочку на урок вечернего мотива? Ну, в школу заходите в онлайн. 21 урок называется «Тепло вечерних огней». И вечерние мотивы вообще писать удивительно интересно. Фонарик на лоб или куда-то его прицепить. Можно на магнитике, сейчас фонарики продаются. Главное, чтобы было освещено холст и палитра. И писать очень интересно в такое время, когда еще не полностью темно. Еще различимы планы, пятна, да? И зажглись огни. Вот это интересное состояние. Мое любимое. Когда день исчезает,
но ночь еще не наступила, переходное время, самое волшебное. Так что заходите в школу, будем двигаться дальше в обучении. Не забывайте делать работу и нажимать, в конце концов, на какие-то кнопочки, которые увеличат чудесным образом просмотр этого видео, если оно вам интересно. Я собираю группу на Ольхон, на остров Ольхон на Байкале. В октябре месяце будет мастер-класс, небольшой анонс на эту тему. Друзья, если вы чувствуете какой-то затык в творчестве, если вдруг вместо радости есть какое-то преодоление, есть сомнение, я вас приглашаю на семинар, который я проведу с 7 по 11 октября на острове Ольхон, Байкал. Я знаю, что такое, когда работа не идет. И такое может длиться, я не знаю, годами. Но я убежден, что эту задачу, эту проблему можно решить. Дар изображать средствами живописи на холсте свои ощущения может быть увеличен, полностью раскрыт. И тогда вы не будете испытывать ничего, кроме радости, восторга. Но об этом на семинаре. Приглашаю. Приезжайте. 21 урок. Тепло вечерних огней. Вечернее состояние довольно глубокое. И тем не менее мы находим различия между всеми составными. Есть фонари, которые на ближнем плане, на дальнем плане. Море, гора, небо. И все это нужно уложить, работать пятнами и писать быстро, потому что состояние моментально уходит. Интереснейшая задача писать, естественно, нужно такие вещи с натуры, с фонариком на лбу. Записан урок, он длится всего там 24-25 минут. А лучше писать такие вещи, конечно, поменьше формат, чтобы успевать, может быть, несколько их в разное вечернее состояние, успевать несколько сделать и уловить вот эти вот нюансы неба меняющегося. Все меняется очень быстро, очень интересно писать. Вечернее — это моя любимая тема. Нужно писать точно, потому что вот безошибочно, что называется, потому что исправлять некогда. И все нужно разбить на некие составные. Я показываю и рассказываю в уроке, как это все происходит.